тебя сканируй. Это приветствие такое. Ну, видишь, чужой человек за рулем, говорит. Небо звездное, как у Пахи. Мне кажется, тут машинка чуть другая, он не видел. Так, ну вот сразу первые сравнения. Буду сравнивать с SGM турбовым. 280 сил против СК5 177 сил. Едем мы 80 км в час. Вроде как машина едет легко. Бензин 98 с нормальной заправки. И смотрим на процент нажатия. Целых 40%. То есть на SJ в этом месте у меня бы был процент нажатия максимум 20. Я бы ехал под сотку. Ну вот мы в принципе разгоняемся уже почти сотка. 35%. Да, такое себе. Но это опять же если проводить параллели с его предшественником. Так машина вроде едет легко и непринужденно. Пробег, напоминаю, машина меньше 30 тысяч. То есть она совсем свежая. Так, у нас вроде как включен режим автоподруливания. И вот такая интересная анимашка появляется. Это я наехал на полосу, он мне сигнализирует об этом, что не надо уезжать с полосы. Но при всем при этом руль он у меня из рук не вырывал. Как вот некоторые говорят, что типа он сам подруливает по полосам и вроде как руль даже из рук пытается вырвать. Такого у меня не было. Вот машины, перестраивающиеся перед тобой, это, конечно, минус. Еще раз. Красивая анимация. А если выключить, ну, то есть нажать на такую же кнопку, как вот от машинки справа, руль изображен, есть такая же кнопка на руле. На нее нажимаем, просто появляется спидометр. Но я так понимаю, это произвел отключение этой системы. Ну так красивее, пусть едет так. Так, сейчас у нас будут несколько стыков. Ходовка очень интересная на этой машине. Но их практически не слышно, эти стыки. Но это может быть все потому, что машина очень свежая по меркам всего того, что движется по дорогам. Вот гонщик, сразу видите. Только гонщик появился, он где-то там сзади был. Сразу запиликал желтый цвет в ушах. Вот еще раз. Горит желтым, значит машина справа от вас или слева есть, в зависимости, какая сторона горит. Очень удобно. Намного удобнее, чем на SJ. На SJ в уголку там что-то маленькое. Вот опять загорелось. То есть просто смотришь вперед, ни о чем не думая. Увидел боковым зрением желтый цвет, а его, поверьте, очень видно. Цвет, как хотите. Значит, все, кто-то у тебя справа есть. Кузов здесь побольше, чем на SJ, и поэтому... Не знаю почему, может я еще не привык, но 2 раза я уже себя ловил на той мысли, что я не заметил машину. То есть я бы совершил перестроение, но там машина. И как раз вот эти вот огоньки желтые сигнализируют об этом. Очень удобно. Вот сейчас он попытался сам, кстати, рульнул. Я не знаю почему. Я бы хотел объехать яму с выездом на соседнюю полосу. И машина дернулась в сторону полосы, в которой я находился. Но яму я объехал. То есть эти... Вот опять был стык. Все нормально. Эти умные программы вмешиваются, и к этому надо быть готовым. Как-то я ехал на нем в пасмурную погоду, видимость была нулевая. Любители ездить без фар. Таких у нас много, к сожалению. Без габаритов. Вот, кстати, такое несется на габаритах. И благодаря этим огонькам в ушах оранжевым, которые показывают слепую зону, я понял, что там есть машина. Так что очень удобно. То есть такая штука, это прям должно быть в любой машине.
А так как это реализовано в СК-кузове, это прям выше похвал. Вот опять перестраивается. Он начал сразу перестроение за моим бампером. Единственное, что меня смущает, это вот это зеркальце. Так, ладно, а зеркальце позже. Включим S-режим. Мы находимся на Седанкинском подъеме. Это мой самый любимый отрезок дороги. Участок. Ну, как бы не вау. 40% спорт режим. Давай до 50, вот 50% спорт режим. Ну, едет. Я не скажу, что он там супер. Это больше. Так, сейчас будут швы, всеми нами любимые. Очень мягко, намного мягче, чем SJ. И дальше будут лежачие полицейские на Некрасовском. Тормозит машина уверенно, со скорости 50-60. Возможно, стоит какой-то усилитель на торможении электронный. Но происходит все очень уверенно. Единственное, мне не совсем нравится, как работает мотор. Не, как работает, это нормально. А вот звуки, какие он издает, это S-режим. То есть на старых Subaru можно было сказать, что это стучащий мотор. А здесь как норма вроде. А Вай такого нет. У Вай он тихо работает. Швы. Мягко. Мягко. Ну вот на тормоз нажал, анимация торможения тоже. Шины, которые нас пропускают. С поворотником перестраиваемся, оранжевая штука в ушке не горит. А теперь загорелась. Швы опять. Вообще мягенько, но правда скорость 20 км в час. Еще один шов. Для кого они такие делают? Это реально лежачие полицейские. Очень мягко. Ой, просто жесть они швы, плакать охота. И швы старые, которые меняют. Они вообще не ощущаются. Так, кстати, немного пытается руль уйти в сторону. Это вот наш косой асфальт на путепроводе на Некрасовском. 245-я резина вообще руль вырывает, колеит очень сильно. А здесь 225-я. Чуть-чуть намек на колейность есть. Потому что асфальт тут кривой вообще максимально. По швам очень мягко едет. Ну, потому что подвеска свежая. Скорость, я скажу, на нем вообще не чувствуется. 50 км в час, как будто стоишь на месте. Вообще как будто стоишь. А если бы не вот эти стыки и швы, мне бы казалось, что я вообще просто остановился. Но по швам идет очень мягко. Хотя резина стандартная фориковская. 18, 225, 55. В общем, есть какой-то намек на такую упругую рулежку. Может быть, потому что, опять же, какой-то раз я повторюсь, что свежая машина. Система старт-стоп, кстати, работает. Вон, заглох. Я ненавижу эту систему.
Сейчас он запустится, да, когда я что-то совершу. Я пока держу ногу на тормозе. Намек на то, что машина со спортивным характером. Мы постояли, я тормоз отпустил, мы постояли, запустились, и только тогда мы поехали. По мне это вообще какая-то... Я не знаю, для чего она придумана, эта система. Что-то там экономить, какие-то граммы топлива. Ну ладно. Но я ее отключаю сразу же. Не знаю, как я так проспал этот момент. Несмотря на то, что большой кузов у машины, рулится-то она неплохо. Вот называется, выехал только с мойки, сразу едешь по нашим дорогам. Сразу в грязь. Ну, она типа помытая, но тем не менее следы она оставляет. Очень красивая анимация срабатывает, когда вы стоите в пробке, и тут машина впереди вас уехала, а вы все стоите. Сейчас, если получится, то покажу. Вот Lexus уехал. Вот она, анимация сработала. Это потому что она напоминает, не стоит стоять, тупить, поехали. Машины впереди тебя уже уехали. На SG такая штука тоже есть, но она показывалась вот на этом мониторчике. Ну и не так красиво, что ли. Здесь более уже что-то усовершенствованного моргает, потому что идиот едет по автобусной полосе. Да, идиот, потому что это не такси, не автобус явно. Кстати, очень интересная штучка, вот это вот ионизатор. Вот Subaru. Чувствуется такая прям свежесть в салоне. Альпийский воздух. Утрирую, конечно, но что-то напоминает. И такое ощущение, что запахов вообще нету. Просто свежесть. Дует она примерно в уровень лица. У меня рост 170, ну и вот моя посадка. Примерно в уровень лица, да, попадает. Я не знаю, как это будет на фоне вонючек. То есть в салоне есть вонючка, но я ее уже не чувствую, потому что я чувствую за воздух с этого ионизатора. Он прям очень ощущается. Изначально, когда садишься в машину, не чувствуется, но на протяжении, вот я уже минут 20 за рулем, чувствуется хорошо. О, призрачный гонщик. Опять показывает, что в слепой зоне у нас есть какой-то индивид. Я видел только его шлем, потому что у него заниженный мотоцикл. А вот эта система в ушах мне просигнализировала. Это не может не радовать. Люди ходят. Едем по набережной. Ощущается, как будто я прыгаю на каких-то резинках. Я почему так удивляюсь? Потому что это, так скажем, наверное, одна из первых моих машин, на которой пробег меньше 30 тысяч километров. До этого были по 60, самые свежие. Ну и там ходовка, надо признать, что более усталая, чем на машине с пробегом в 30 тысяч. Ну, плюс это еще и новая машина, новая платформа от Subaru. Так что сделаем на это скидку. Но подвеска мне нравится. Несмотря на то, что большой кузов, он даже вроде как и рулится. Но рулежку мы его проверим, естественно, на скоростях побольше. Поедем на Русский остров, там покрутимся. Погоняем. Пока только положительные эмоции. Машина тормозит. Несмотря на то, что с тормозами тут тоже свой прикол расскажу отдельно. Машина рулится, несмотря на то, что резина все-таки 225-я стандартная фориковская, как на SG. Что еще? Машина комфортная. Салон вообще супер. С закосом на какой-нибудь Lexus BMW. С замашкой не менее. По технологичности всяких функций и анимаций вообще космический корабль. Чего только стоит вот количество вот этих кнопок на климате-контроле, которые в сложной обстановке, когда много машин, все куда-то перестраиваются, люди не сразу там найдешь свою нужную кнопку. Ну а так, вот еще сейчас стык будет противный. Машину покачнуло, но
Все очень глухо. Возможно, тут, кстати, и шумка получше. Скорее всего. Здесь вообще мягко не ощущается. Очень-очень мягко. Она захотела машину. Я ей говорю, вот такой пойдет? Она такая, да. Да, кошками затоптанный. Что значит кошками затоптанный? Ну, слышь, у меня опять кошки по машине лазили. А, да такая же Вся фигня. крыша, Я все его спереди, вообще все. помыл Причем точно поставил так. туда, где кошки обычно не лазят. Они еще сильнее затоптали, чем обычно. Сюда кошка вообще вот сюда прячется, здесь сидит. Так это. Опасно, намотать можно. Давай, говори, что за комплектация? А я откуда знаю. Я могу сказать, что это не X-Brake. Не X-Brake. Серенькие, видишь? Ну, серенький. Ну пойдем сзади Какой посмотрим. премиум, я не знаю, я просто наугад ляпаю. Прежде чем ляпать, назад, блин. И что? Комплектация Форестер? Ну охереть, конечно. Ладно. Дубль 2. Какие подсказки? Как это ты не шаришь? Ты же себе выбирал машину. Я просто выбирал между X-Brake и не X-Brake. Ну и все остальные-то ты видел? Ну, я... Алькантара. Это прекрасно. Это очень хорошо. Это очень приятно, но, блин. Я подозреваю, что это премиум. Вот и все. Давай теперь произнесем вслух то, что я тебе показал. Сидушки Алькантара, сзади сдвоенный выхлоп, черные вставки, как у тебя на спойлере. Есть догадки? Я вижу, что это комплектация Subaru Forester. Вот и все. Точка. Вот так же и мне говорили, когда я приехал покупать фильтр салонный, для мотора воздушный и еще что-то. Что ты Дворники. от меня хочешь? Я тебе сразу сказал, я не знаю, какая это комплектация. Ты мне сейчас хоть миллиард подсказок дай. Я уже высказал предположение. Премиум. И остальные даже не помню, как называются. Нет. А ты выбирал между чем? Премиумом и Я выбирал между X-Brake и премиум. точка. Нет, я премиум не рассматривал вообще. Ну ты знал, что есть такая комплектация. Я знал, что есть X-Brake и есть все другие. А все Из другие. которых я запомнил только премиум. Еще есть какая-то Advance, что ли, я не помню. Да, адванс какой-то есть. Внутренность. Но черненькая, Черная глянцевая. Красиво. Да. Она прям вообще, ну, ему в тему. Мне еще понравилось, что у тебя вот эта вот фигня тоже не в цвет, не в цвет кузова. Да. Я вообще не фанат вот этих штук, когда тонируют фары. А здесь у тебя вмятина, если ты не заметил. Да, это я заметил. И, по-моему, ее не было. Слушай, Либо это они не когда... оригинальное, что ли? Это ну, изначально черным не было? Это оригинально. Ну, это такое. Да. Я к тому, что когда у нас такой же вид тюнинга делают, я вообще не фанат этого. А здесь глянцевое. Они томатовое делают, а здесь глянец. Томатовая, да. Томатовое, да. Вот эта вмятинка, наверное, с Японии. В смысле, при транспортировке образовалась. А это что такое? А это скол, это уже вот наши фуры, да. Что еще? Что за комплектация? Иди в жопу, вот такая комплектация. Прикольно. А то, что скользит, все в багажнике носится. Это вообще не офигенски. Это такие же накладочки. Светим, светим, светим. Кстати, такой лампочки, как у тебя, нет. Сабвуфер. Офигенно. Сабвуфер? Да? Да не, какой Да. сабвуфер. Серьезно? Ну, посвети. Нечего. А, не, погоди, стой, я обманул. Вот здесь Здесь должен быть. сабвуфер. Я перепутал, извини. Это просто... Я перепутал. Сабвуфер штатный сюда ставится. Да. Может, тут ключ под секретку? Болотик. Она тебя сканирует. Меня, да. Смотри, я поехал. Ага. Она меня узнала. Hello, Олег. Да. Вообще тема. А еще она уши вон вывернула, видишь как? Ты смысле? специально сделал. А, зеркала? Да. Ну, а это ж по памяти водителя. Да, и еще, по-моему, она вот эту кондишку регулирует. А, ну. Регистратор. Так, а куда он идет? Как им пользоваться? Ну, обычный регистратор, Так, да. здесь секретку не положили? Нет, там вот регистратор установлен. Ё-моё. Да, такой он мощный. На две себе. камеры, кстати, сзади тоже есть камера. Да? Где Да, она? в номере. А, или может вон та. Нет, Не, это- в это- номере, значит. Это камера заднего вида. Ну, типа вот эта фигнюшка, когда переключаешь ее. Да. Там очки лежат. Там секретки точно нет. Почему не X-Brake? Потому что да, вот. Прикольно. Да, это Алькантара. Еще и прилепили просто потом. Ну так выглядит, ну посмотри, как она идет. Нет, ну да. Потом, ну может быть ощущение есть такое, но это типа, наверное, так задумано. Скажи мне, как эта комплектация называется. Вот Алькантара. Я видишь? понял, ну прикольно по-своему, конечно. Давай, рассказывай. А ты как думаешь? А я не помню, ты ж мне рассказал. По-моему, 1.8 ты мне рассказывал, да?
1.8 турбо. Мне кажется, если честно, на мой взгляд, FB с маленькой турбиной. Лучше ли он твоего, я не знал. Это надо А у сравнивать. них, наверное, по лошадям-то одинаково, да? Да. Я понял. Мне кажется, этот будет ехать экономичнее, чем вот тот. Возможно. Если на нем ехать спокойно. Кнопки другие. Но этот другой. Да, вот эта вся фигня другая. Но я говорю, вот на руле здесь все то же самое. Здесь чуть-чуть по-другому выглядит. Видишь, у тебя здесь еще голосовая фигня стоит, у меня ее там нет. Вот. Обивка руля другая. Ну так прикольно на ощущение. Но если надо интенсивно рулить, мне кажется, поцарапается. Блин, вот мне кажется, что вот этот руль облезет быстро. Да, Почему-то вот если мне так рулить кажется. надо будет интенсивно, слева, вправо, куда-нибудь, еще что-нибудь. Нет, в целом, что, прикольная машинка. Да, Пробега сколько? 29. Ух ты, ё-моё. Да, когда купили, было 22. Там уже 7 накатал. С февраля где-то, с конца февраля. Нифига себе, конечно, Да. круто. И чё, если ты отвлекаешься, она прям тебе как-то напоминает? Нет. Вообще должна. Ну может быть, я просто до чего я дошел, это вот то, что заходишь, она тебя сканирует, подвигает тебе сидушку, выравнивает уши, еще вроде как с кондишкой что-то должна Ты делать. просто попробуй. Я не знаю, как это работает. Так ли это на самом деле? Вот просто попробуй. Так, а здесь у нас что положили такое? Это что такое? Это ионизатор воздуха. Серьезно? Да, он вот отсюда дует тебе альпийским воздухом. Ёпстуды. Но он шумит, блин, как комар. Ну, привыкнуть можно. Да? Дашь понюхать? Да. Альпийский воздух. Давай здесь вот на разворот. Это он сейчас в i-режиме. В i-режиме, да, он работает тихо. Он в этом работает. Фига, он только из пушки выстрелил. Пока едешь, попробуй, вот что я тебе сказал, рукой прикрыть глаза и просто посмотрим, что Уже будет. что-то закрыл. Ну, нет, так, чтобы ты видел, куда ты едешь, но чтобы тебя камера не палила. Все, я одним глазом смотрю. Подвеска мягенькая. Такая же, как у меня. Тут 18-е, кстати, колеса стоят. Мне Резина. кажется, разница не сильно ощутима. Но ничего не происходит. Или может он палит мой один открытый глаз? Хрен Да его не, мне знает. кажется, он за усталостью уж точно. Ну или просто попробуй голову отвернуть, но смотреть на дорогу. Тебе так дорогу видно? Ну, типа того. Да я знаю, что тут прямо просто ехать. Не такая, как у тебя, вот эта вот штука. Ну здесь, да. Она даже в X-брейках она отличается в некоторых. Наверное, я думаю, ближе к 20-м годам там, наверное, вот такая, типа рестайлинг, что-то в этом роде. Может быть. Но я замучился тут кондишку настраивать. А что тебе видно? Почему? Там лужа, тут люди. Это что сейчас такое было? Я до упора руль вывернул, наконечники. Ну, странно прозвучало. В общем, я с кондишкой мучился прям, я не знал, что тут куда нажимать. Потому что если мы нажмем, вообще как ее запустить? Не работает, надо нажимать on-off. Все, запускается, сразу Так. включен авто. Сейчас он авто почему-то- он всегда будет. Да. Есть авто, есть full авто. Да, еще вот он мне показывает вот эту анимацию. Зачем-то. Какую? С машинкой. Так потому что ты ее включил. Угу. Там же есть другие анимации. Ну, оно вот этой вот кнопочкой инфо переключается на руле. Да, это я знаю. Я уже даже себе этот язык выставил. Ну, понятно. Разобрался все-таки. Мгм. В общем, неудобно, что там же крутилкой вот на предыдущих сайтах. Да-да-да, здесь А кнопками. тут кнопки, и причем их две. Одна туда, одна Ну, сюда. понятно, плюс-минус. И они еще и маленькие, и в центре. И, короче, это надо быть, обладать ниндзей, чтобы на кнопки попасть. Например, ты смотришь на людей, пешеходы вот идут, а тебе надо включить, чтобы лобовуха отпотела. Ну да, неудобно. Неудобно вообще. В А сложной это вот нагрузке. крайняя кнопочка, да, вот это? Да, это вот. Ну, я понял. Но она сразу и Ну, смотри, кондиционер, и все остальное, и на максимум. Дело в том, что я не люблю, когда на максимуме. Вот в чем фишка. Ну да, приходится потом Что-то куда-то кнопочки дует, тыкать. продувает, передувает. Потом в испуге думаешь, как выключить. Но вот нашел эти кнопочки. Вот такси наше, да? Это он припарковался? Ну да, самое же место, чтобы вот так вот среди дороги встать и дела свои делать. Удобно. Да, очень удобно. А еще эти. Что тут еще? Вот смотри, у тебя такая же, да, насколько? Да. У тебя, кстати, экранов гораздо меньше, чем у меня. Меньше? Да. Чего?
Не знаю, что-то не завезли. Вот это вот, что ли? Но это у меня есть. Такой экран у меня есть. Что еще? Такой у меня есть. Олег там едет, топливо Ну тратит. да. Такой у меня. Ну понятно. Нет, у тебя есть все те экраны, которые есть у меня, но у тебя знаешь, что нету? У тебя нету навигации, которая вот отсюда дублируется, и нету то, что играет по Bluetooth. Ага. Ну я просто Bluetooth еще не подключал. Ну, наверное, да. А этот экран он всегда будет. Магнитола-то тут попроще стоит. Типа работает, не работает, оно всегда будет. Поэтому сюда просто эту функцию не положили. Вот что касается ходовки, я хочу Вот, сказать, пожалуйста. что прям офигенно. Да мы вон туда наверх. Но мне кажется, если у него будет пробег 100, и он, например, с 30 до 7 до 100 проездит по России, то он, наверное, будет вот так вот раскачиваться к 100 уже, мне так кажется. Ты думаешь, у него все разболтается? Сейчас он настолько сбитый, вообще я даже не могу понять, на какую он Subaru похож. Он точно не похож на Юрана Импрезу. Мне кажется, у Юрана уже разбито. Похож на твой. Не похож на SJ, на предыдущего, не похож на SH. Это что-то среднее вот между SH, SJ. Что-то такое мягкое, причем рулится, твердое. Очень тихая. Очень тихое, но мы это МВА едем. Давай я В включу. любом случае нет, у меня, то есть, грубо говоря, даже на холостых Но мотор это не гибрид, чувствуется. это не гибрид. А у меня как будто гибрид, да? Да. То есть у меня даже на холостых чувствуется мотор. Здесь я его вообще не слышу. Такая мелкая машинка. То есть как будто на гибриде едешь. Да. Знаешь, малышка какая. Ну, какую можно не заметить. Конечно, у тебя капот выше, чем у него крыша. Да. Олег, не наступи. Не наступлю, я вижу. Кстати, можно на камеру нажать, где он там под ухом. А, во, видно его. Ползает что-то где-то. Да, когда ощущаешь, что Форестер огромная машина, когда вот такая маленькая рядом с Ну, тобой. понятно, все в сравнении. Да. Тихо, не наступи. Да, я же вижу эту линию красную. Не думаю, что на нее можно наступить. Тут на нее как на бордюр наедешь. Еще я сегодня пытался яму обрулить, которая была на дороге рядом с разметкой. Я поехал обруливать яму, и тут мне показалось, что запиликали абсолютно все системы, и он меня дернул назад. Но яму я, слава богу, объехал. Потому что включена вот эта Да. штучка, да? Вот там колесико с рулевого. Да, да, оно у тебя сейчас, ну, А если на него нажать, уходит. Это выключено, да? да, это подруливалка выключена. Слушай, какая классная тема. Я его не вижу, но вижу там. Классно, да? Звук слышишь, да? Да. Это в S-режиме. А вот если я сейчас I включу, тише стало. Вот я нажал на газ, Y. Тише. Сейчас S. Вот, ничего себе, мы на турбомашине, оказывается. Я почувствовал подхват, конечно, не такой, как на SJ, но Ну, естественно. что-то подхватило. На 100 лошадей меньше, конечно, но... Да. Ну слышно, да, как он что-то там. Нет, конечно, слышно. Все-таки это не электричка. А у тебя на что звук похож? Ты же слышал. Ну, хочешь, А потом я- вместе прокатимся, Ну да, послушаешь. я просто Сравнишь. не помню. Вот, так сказать. сравнишь. Газ в пол я еще, кстати, тут не нажимал. Такое ощущение, знаешь, вот если бы я на старый Subaru ехал, я подумал, что у меня мотор стучит. Примерно такие звуки. Понятно, что машинка другая. Привыкать надо. к звукам, Где-то я слышал, что ощущениям. типа новая система смазки. Это еще с SGF пошло с турбовых. Так, а что я еще хочу? А, я вот хочу переключить вот на эту. Вот. Температуру масла у тебя тоже показывает? Ну, ты там что настроишь, что и будет показывать. Температура воды у тебя наверняка есть, да? Да. А угадай, что у меня есть на моем STI. Главное для турбовой машины. Ну, давление в турбине, естественно. Да. Так и... А тут его нету. Ну, ты искал, там нету? Есть, да, искал, вчера настраивал, нету. Нету датчика турбины. У субаристов отобрали датчик турбины. Поставили маленькую турбинку и отобрали датчик турбины. Ты уверен, что туда турбину вообще положили? Да, я ее видел. О, мы с этим едем, с корчом. Вон там корч. Он, наверное, угорает. Возможно. Была бы хотя, кстати, ну, ровная дорога, я бы, наверное, попробовал с ним. В газ-режиме. Я на нем еще в газ в пол не жал. В седанку я поднимался, 50% нажатия было на педаль газа, и меня подрезал Искуда.
как раз было все в прямом эфире, я, наверное, это выложу. Неадекват. И тут я вспомнил, как советует Юран. Говорит, когда тебе попадается чмо на дороге, берешь бутылку с водой, вот как раз бутылка, и кидаешь ему куда-нибудь. Я такой думаю, сделать, не сделать. Ну, а это пришлось бы, короче, устраивать шашки. Я подумал, что ну его нафиг. Я выехал наслаждаться дорогой. Ну и, короче, отвлекло. Правильно. Это, наверное, 2.5 какой-нибудь. Марк. Не поедешь? Я не. Я сейчас себе все под себя настрою, ты потом... Настраивай. Можешь себя зарегистрировать, там 5 пользователей. Зачем? Мне кажется, еще и в зеркалах лампочки другие, в отличие от твоего. А каких? В смысле? Ну там. Которые поворотники показывают? Точно такие же, один в один. Нет, с той стороны надо смотреть. Это интересно, конечно. Липнут руки, да? Ну, вообще прикольно. Ну руль, да, такой интересный. Легкий, но при рулежке интенсивной, мне кажется, сотрется. Да, чуть-чуть разница ощущается. В управлении, да? Может, то, что колеса 18. Я даже не могу описать, в чем конкретно разница. Такая же фигня. Тоже чувствую разницу, но не могу сравнить. Отклик на педаль другой. VS-режим еще можешь нажать. Могу, конечно, но типа... Слушай, ну, дури выдает он побольше. Вот Да? почему-то, ну серьезно, вот этот прет бодрее, чем мой. Ну, турбо все-таки. Так, а по лошадям-то то же самое. Наверное, разница в этом. У меня, вот когда я на твоем катался, у меня сложились впечатления, что его как будто держит. Ну, то есть ровный разгон у тебя, так скажем. А здесь, ну, турбо подключается. Вот подключение именно турбины. Слушай, так я и на газ-то толком не давлю, а уже прям, ну, ощущается нормально. Ну, вот это вот разница моторов атмосферный и турбовый. Другой. Здесь такой чуть более истеричный крик у него получается. Типа я маленький объем, куда ты жмешь на газ, да? Да. Не, ну у меня-то тоже он как бы не стесняется набирать обороты. Получается, турбофорик, он, ну вот тот, который у меня был, он в том же I-режиме, ты там жмешь на газ, он едет бодро, но при этом он не закидывает обороты под потолок, как вот этот, Ну, да. как мой. Но здесь мощности-то поменьше, поэтому он их закидывает. Потому что, слушай, тормоз у тебя, Можно кстати, еще раз, если хочешь. более отзывчивый, чем у меня. Мне кажется, он вообще тормозит очень хорошо. Здесь тормоз, блин, вообще... У меня тормозит хуже. Здесь, Может, смотри... электронный помощник? Нет, скорее всего, здесь колодки Свежие? жирнее. Потому что у меня подхват тормозов надо гораздо дальше педаль утопить, и вот тогда уже начинается торможение. Хотя тормозная жидкость у меня по максимуму, а вот тормоза уже, видать, не первой свежести. Ну да. Скорее всего. Ну, в принципе, я понял. Прикольно. Что, на моем поедешь? Камару. Слушай, не, ну тормоза у тебя, конечно, гораздо... И заглохли. А мне... Это, ну, Да вот я эта знаю. система старт-стоп. Совсем забыл про нее. Ладно. Тогда так. Так. Юзер-монитор, здрасте. Не узнал, говорит, вас в гриме. А, да? А это что такое? Сиденье, я так понимаю. Напоминалка по заднему сиденью. Какая нахер напоминалка? Он частенько пишет что-то там по заднему сиденью. А она включена или выключена? Она включена, да. А, ну вот он и пишет, что заднее сиденье что-то там. А что? А когда он это пишет? Когда ты глушишь машину и выходишь, горит, все потухло, горит именно вот по сиденью заднему. Да. Может, а что сзади там что-то Потом лежит посмотрим. или сидит. Включена. Задняя тормозилка. Что там, звук сонаров включен. Настройки машины. Бесключевой доступ нам не интересен. Интерьер лайт нам не интересен. Вот, смотри, блокировка дверей. Стоит по скорости. Можно сделать по переключению передачи. С паркинга снимаешь, двери блокируются. Можно ее выключить вообще. Да, и пусть по скорости. Разблокировка дверей по
по открытию водительской двери Ага. стоит. Мгм. По выключению зажигания можно сделать. Мгм. По переводу Ага. селектора на паркинг. Ага. Я себе сделал, чтобы когда паркинг ставишь, двери разблокируются. Нет, да, мне так, в принципе, У интересно. тебя по открытию водительской Ага. двери. Ну, То я есть это вот заметил, да. Оп, Ага. все разблокировалось. One Touch Lane Changer включен. Это, короче, Welcome. когда один раз нажимаешь, Ага. оно мигает 3 раза. Ага. Складывание зеркал при закрытии машины включено. Угу. Кстати, тоже функция интересная. Опускание зеркала Стандартно. включено на заднем ходу. Мгм. Всё, кстати, одно, да? Я понял. Потому что у Карифана на X-брейке у него оба зеркала опускаются. У меня одно. Зеркало, кстати, я его когда с порта забирал, я его сам забирал. И пришлось парковаться в узкости. Я офигел с этого зеркала. Сложно. Оно нафиг не Привыкнуть. нужно, если у тебя в багажнике ничего нет. Ну да, в принципе. Короче, к нему надо привыкать. Тогда я восхищался этим зеркалом у тебя, а сейчас я, когда сам попал в стесненные условия, Ну, я оно немного нужно только- подофигел. С непривычки. Да, это дело привычки. Оно нужно только, когда у тебя в багажнике что-то есть. Так, и тут ты, в общем, говоришь, отличается от твоего, нету подогревов и 2 кнопки на камеру. А Да, у тебя тут подогревы. да. А и кнопка одна. Одна, да. Ее просто несколько раз надо переключать, да? Да. Так, ну давай еще по этому полазим. Да, ну давай. Посмотрим, что тут Да. интересного завезли. Так, ну дата, время, все понятно, в общем-то. Да. Так, драйвер мониторинг систем. Вот. Интересно. Вот этот репит. Ну, это Типа, если ты это постарел? Повторить, да, ладно. Распознавание пользователя включено. Да. Автоматическое отодвигание Да. Он так на делает. вход. Регистрация пользователя, удалить всех пользователей. А что там еще затемненные какие-то? Я Да. понял, ладно. Это если бы он меня узнал, можно было бы мне откорректировать настройки. Тебя можно зарегистрировать просто. Не надо. Так, ну это неинтересно, климат-контроль. Нормальный режим. Распознавание занятых кресел есть. Сложно, правда? Да. Так, ну а дальше, в принципе, ни хера интересного. Тут одна настройка будет всего, тут тоже вообще пофиг. В принципе, тут ничего интересного не завезли. Все так же, как у меня. Да. Так, это у нас Байпас. дисплей. Вот этот байпас. Да. Нет, это в фаворитах надо А, смотреть. точно, фаворит. Так, Это то, что есть. ну, допустим, Мгм. Наклон. угол, календарь, Просто можно ничего температура сделать. воды, да, Средняя скорость. Нафига-то. Понятно. Ну, короче, ладно, ставим как было, да, Ага. acceleration. Ну, и остальные все то же самое будут. Да. Bypass скрин, в принципе, все включено, все прикольно, все понятно. Илюха там что? Где Форика взяли? Отжали. Юран подъехал. Все? Да Форика какого-то тестируют. Что за Форик? Да он стоит. А чили? Я говорю, Олега. Вот, видишь, он пишет, да. Олег, говорю, Вот этот. А вот теперь ключ. Здорово. А ключ в двери. У тебя ключ сел. Здравствуйте. Шел, выкинул. Себе хотел темный сделать, а здесь в стоке он темный. Ну, у меня же тоже не темный. Но у тебя, по-моему... Фига у тебя нет, моторчик да? маленький. Нет. Так 1.8 все-таки. Это турбо 1.8. 1.8 турбо? Да. да, я прокачусь. Кстати, едет бодрее, чем мой. Да, я хотя по прокачусь, лошадям говорит. Я прокачусь. Да сейчас остынет. Это не гонял по-любому. Почему Паха натопил? Я так же не жал. Смотри, интересно. Может, окажется, Паха, что подъедет? Типа места мало. Субаря причем. Хочешь, я свой капот открою, заглянешь? Вон эти другие на SJ не такие чашки, эти резинки. Вот у меня такие же. А турбина там же, смотри еще. Литье, да, черное в цвет. Оно, кстати... Сток, да? Да, это сток. В комплектации. Да, я тоже Это заметил. именно в комплектации Его турбо. снять никто не сможет. Да, там секретки, от которых нет ключа. А у тебя тоже нет ключа? Да, вот ты что с ними делал? Да, привари что-нибудь и открути. А, или ты даже не снимешь комплект чё-то, да? Короче, смотрите сюда. Фильтра нету. Какого фильтра? Масляного. Он Поставь. снизу. Щуп переехал отсюда сюда. А у меня вот здесь. Да, у тебя здесь, а тут щуп вот он. Прикольно. Вот эта система намного сложнее, чем на SJ. О, у тебя 4 каких-то датчика, там нет такого. И
И вот это у тебя, по-моему, красочнее. А, ну вот у тебя и Bluetooth показан. Ну да. Ну и вот это, видишь, тут попроще все-таки как-то. И вот здесь, видишь, как- Попроще, но... видишь? Да. А, не, климат-контроль тут, а это подогревы. А где... То есть, если я сейчас включу печку, мне на что надо нажать? Печку. Крутануть просто крутилку, да? Вот это и правильно. И сделать тише, чтобы мощнее дул. Вот среднюю крутишь. А, ну вот, то есть есть крутилка. Вот это Да. так и должно быть, потому что дождь, ветер, снег, слякоть, дебилы на дороге. Ты просто интуитивно тянешься и делаешь тише. Ну, И- понятно. А там вот эти две кнопочки, которые сливаются с общей массой, это вообще жесть. Вот, кстати, тоже очень загадочно греется. Тут обороты, они прям резко упадут. Кстати, если он сейчас остынет, можно показать, но он, наверное, не остынет. Просто посмотри сейчас. Оп. Все. Да. А, вот ты о чем. Я, кстати, первый раз у тебя это заметил. До этого я не знал, что он вот так делает. Кого? Ну, вот так обороты скидывает резко. Это. Вот, смотри, дополнительные экраны. Это вот эта вот Да, херня, там нет такого. типа по навигации. Да. И типа что играет по Bluetooth. Ага. Ну, все остальное то же самое. У тебя там не написано, что Олег за рулем сидит. Ну, извините. Там другая вот эта, да, штучка, чуть повыше. Форма, мне кажется. Потому что Ну камера да, стоит. да, конечно. Так. Как говорит знакомый, сдаешь назад до характерного До щелчка, да? хруста. И потом едешь, он пищит, моргает. Кстати, очень прикольная штука вот эта в ушах, именно в СК реализована. Получше, чем в SJ. В SJ да. что-то маленькое, а вот это прям вообще сразу Мгм. понимаешь, что что-то не так. Да. Так, ну вот такой звук, типа ту-ту-ту, я тоже слышу. Да легко он едет. Да едет он А легко. в чем он стоит? Он В режиме? Он с низов едет бодрее, это понятно. Да, он бодрее. Но потом у тебя, когда турбина подключается, А, я понял, в чем ты, о чем ты. он прет лучше. То есть, грубо говоря, мой выигрывает с низов, твой с верхов. Мне кажется, тот как-то это более сопротивляется рулежке турбовой. Специально, наверное, сделано, чтобы типа какой-то кайф от рулежки чувствовать. Не знаю. Здесь более легче руль крутится, не знаю почему. Может, от резины зависит. Может быть. Ну а так он такой же мягкий, как тот. В теории этот чуть-чуть поменьше. Я на руле прям сразу ощущаю, руль вообще легко крутится, легче, чем у того. У того есть какая-то такая, типа, отдача на руль, что ли, именно вот от поворота. То есть надо прикладывать усилий больше там. Мгм. Он сопротивляется твоей рулежке, так скажем. А здесь легко вообще. Звук мотора, слышишь? Звук мотора, да, это мы в режиме. Но в режиме вот 2.5 ускоряется лучше, чем 1.8. Ну, это понятно. И, скорее всего, это до какой-то скорости. Наверное, там до 60. Потому что там турбина подключится. Зачем ты выехал? Ну, тормоза, да, попозже схватывают, но тормозит тоже уверен. Я вообще... Вот машина без проблем. На низах, короче, да, 2.5 поинтереснее будет. Мгм. По крайней мере, у тебя есть процент? Да, есть процент нажатия на педаль. Да, тут намного интереснее низы, чем на 1.8. Сейчас еще круг. Но это я в эске. Мгм. А я думал, что он вот FB именно, ну такой, знаешь, задумчивый, да, нет? Да, нормально. Ошибался. Легко едет. Ну да, звук как отличается. Немного такой помассивнее чуть-чуть. Да, и он такой, нет. Вот у того звук похож, как будто дятел куда-то долбит. Так. А здесь как-то более приглушенный, что ли. Типа по объемисти. А сейчас вайп переключимся. Там именно дятел этот долбит, пока не раздуется турбина. А турбина раздуется, там уже, понятно, полетели. Я все уверенно, все четко, легко и просто. Короче, Subaru становятся такие машины для большого круга людей. Ребенка посади, он сможет рулить. Да.
Скоро в Теслу превратятся, наверное. Типа как вот из TI. Вот мы и приехали. Видишь, там полностью черный спойлер. А, у тебя на парковку встал и выключился. Так, еще ручник. Ну это, у него какая-то водоотталкивающая отбивка там. Типа тряпочки какой-то красивой. Здесь у него тоже тряпочка отшита, а здесь алькантара. Ну, алькантара, Да, она этого стоит, блядь. Да, вот его из-за этого и купили, что салон такой алькантара. Потому что такое 1.8 турбо вообще многие не знают. Даже пришлось, вот когда замена масла и фильтров, какое масло лить, хрен его знает. Где фильтра брать, тоже фиг его знает. На память. Да. Так, тут помимо памяти он же распознает еще тебя. То есть я под себя настроил, сажусь, он мое лицо увидел и регулирует все. так ездишь, что ли? Наверное, я не знаю. Близко. Может я. Он сейчас разложится, наверное. Нет, вот все. И представительский класс уже, короче. Вот это боковина кожи намного интереснее, чем в X-брейке. Вот сам Паха сейчас. Единственное, трескается, но кожа такая. Ну, пока новая. Как дальше будет, не знаю. Их-то мало еще, их практически нету с пробегом под сотку. Ну, здесь чуть-чуть боковинка мягенькая. Ну, там хотя потому что 29 тысяч всего. 22 было, когда взяли. Нормально. Расход Вот этот? на инфо кнопочкой. Вот он. 7,9. Ну это на 3300 почти. Авто, кстати. Это быстро. Да. 7,9. Ну да. Тем более без номеров под камерой. Да еще и по трассе, да? Да, это авто, только передние двери, на задних нет. Ну, у Пахи что, все 4? Я не помню, где-то видел все 4. Не знаю у кого. На Приусе, да. Может быть. На Приусе. Ну, Не, ну. вон, кстати, ионизатор воздуха. Не, на новых все авто. Альпийский воздух. Его менять, кстати, надо, эти фильтра. Да. Ну, вроде как кто-то говорил. Ну пока чистый воздух, пока нормально. Что, типа, надо заморачиваться, там, менять фильтра, А. короче, там, Snow, Dirt. Ну это у Пахи также. Нормал. Снова дерну. Камеру ништяк затянул. Да, камера вообще четкая. А где задняя? А, На задняя заднюю так передачу. включается. Ну, вот это да, тема прям. Да, мы сегодня ехали. Почувствовали себя на большой машине. Этот выехал. Мазда такая маленькая-маленькая. Ее не видно вообще там из-под капота. Камеру включили, чтобы на нее смотреть. Прикольно. Да, я тоже ее всегда включаю, ну вот, езжу на тачках. Мгм. Я включаю, он показывает сзади, в курсе, которая машина. Мгм. Мне так как-то спокойнее, безопаснее, что Ну, ли. Видно там, где там дистанция. только S я. Пищать, да, будешь? Да. Тут уже нету спортшарпа, который эмоции дарил. Подогрев, да, смотрю. Подогрев, да, 3-уровневый. Ну, капот у него вообще, Вот конечно. мощный, да. Вон еще один Левор приехал. Да, ливорги с ливоргами. Че он? Чё? Ну, какой-то этот Вот он работает. появился. Нет, я S включил. А, Вай, он просто сам катится. А S включаешь, он как рекуперация начинается, как на этих, на Ниссанах E-педаль. Ну, движкой тормозит. Да, ну может быть, не знаю. Раньше это все спортшарп входило. А, да? Как сейчас, не знаю. Я так еще не гонял. На 100% нажал. Ну, на чуть-чуть, наверное, потом я отпустил. Так почти как на этом форике вдавливает. Ну, я в седанку ехал, нет, не понял. То есть я пытался делать все ровно те же движения, что я делаю на своем, на обычном. Ну, на TS, на SJ, так сказать, турбо. И что-то пока не впечатлен. Не, там было, блин, шустрее.
Все, как обычный Subaru. Не, надо это чуть-чуть. С 20 хотя бы. С места, наверное, не это, да? Возможно. Вариатор же, хоть и следующего поколения. Хотя вот на том не задумываешься об этом. Почему-то. Потому что мощно. Ну да, тут на 100 лошадей меньше. А это что за звук? Ну, вот так работает. Вот так да, вот? да, Че, реально? да. А почему? Не знаю. Вообще без понятия. Это же не FA мотор. Ну и на и так же, да, работает? Нет, на Ай такого нет. А, Получается вот какая-то такая вот система спортивная, не знаю. почему на и только надо ездить? Я не знаю. Сейчас сколько там? 14 километров. Да, 100%. Ну вот сейчас был еще один подхват. Плохой, в принципе. Ну, вжимает, да, вжимает сидушку. И, кстати, еще ни разу до 98 его не нагревал. Сколько было? 94, что-то такое. Да? Ну, задержка, кстати, есть. То есть на датчике сотка появляется, а потом где-то он там едет. Ну, короче... Ну вот самый первый раз вообще нормально было. Да, потому что я не ожидал. А, А давай теперь все включим. ожидаешь. Короче, это самое. Примерно как двушка. А, ну хотя не знаю. Не, побыстрее будет. Двушка, ну сейчас я посмотрел, сколько там было, что-то около 70 километров. Скорость. Ну, двушка, наверное, подольше на секунду, 2 набирает такую же скорость. Да, его замерить-то можно.